Тема сегодняшнего занятия – духовное существо. Собственно, все темы важны. Можно сказать, что эта тема особая, потому что если человек не общается со своим духовным существом или в целом не общается с атманом, то фактически одна из ключевых основ духовности у него отсутствует напрочь. Что такое духовность? Ты стараешься в том числе понимать, в каком состоянии ты живешь. Твоя душа поет или стонет. Поэтому, если ты не слушаешь себя, в данном случае, свое духовное сердце, ты внутренний мир отбрасываешь, понятно куда, как-то работаешь периодически, но в целом он где-то на задворках. Если человек не слушает свой атман, не слушает, он находится в потоке духа или не находится, он отбрасывает тонкий мир и богов тоже куда-нибудь туда за борт. Воспринимая окружающий мир, людей, если он не слушает свое сердце, он эту составляющую отбрасывает за борт. Ему остается только разум, а духовная составляющая где-то. Поэтому, как по атману, и в данном случае часть атмана – это духовное существо, тема супер важная, потому что одна из целей – это слушать свое сердце и сделать так, чтобы там пылал огонь, чтобы ты наслаждался каждую минуту своей жизни. Как реагирует атман? Это духовное существо, это мыслительные структуры, вера, чувство, диалог. И поток, который опускается сверху, то, что дает ощущение в атмане. Атман, духовное существо, один из основных источников информации. Первый блок вопросов по силовым упражнениям – это отношения в целом, какие должны быть поставлены целевые установки относительно духовного существа. Дальше, второй блок вопросов – это общение с духовным существом, то есть какую информацию нужно стремиться извлекать и на основе этого принимать соответствующие решения. И третий блок вопросов – это грани падения, куда человек опускается в силу тех или иных своих ошибочных решений и, как следствие, ошибочных проявлений и действий. Это картинка в целом. По отношению к духовному существу, то есть какие целевые установки должны быть поставлены. В идеале, если все в порядке, то картинка в центре атмана должна быть классной. То ли вы парите над землей, это полет души, классно. То ли духовное существо сидит в позе лотоса, многорукая форма, с теми атрибутами, которые у вас есть, это позитивные картины, которые говорят, у вас все окей. Дальше технические подробности. Все остальные варианты, то ли по уровню, первый уровень плюс-минус, или еще ниже человек опустился, это очень грубые нарушения духовных законов. То есть душа очень сильно присела. Разные картинки, может быть, человек по шее в болоте сидит. Это его восприятие жизни, настрой души. Это отношения, целевые установки. Программа номер 1 – игнорирование духовного существа, сжигаю дотла. То есть, когда у человека нет мощного мотива, ты же душа, ты же желаешь себе блага. Что такое атман? Это и того. Состояние твоей души, что там происходит, что ты сделал хорошего и плохого, он должен петь. Оправдание, уныние. Большинство людей, опять же, первый уровень, у них нет цели управлять внутренним миром, это действие. Второй уровень, внешне, имидж, манеры, держи улыбку. Третий уровень, человек управляет осознанно внутренним миром. Если он управляет, то на третьем уровне, не управляет, не на третьем уровне. Поэтому, чтобы, опять же, что такое управлять собой, своим состоянием, это шаг за шагом входить в состояние счастья. А всякое негативное состояние, то, что тебя убивает. Это негативная энергия притягивает сущности, воздействие, человек потихоньку рассыпается. Гордыню перед Богом сжигаю дотла. Гордыня имеет множество проявлений. Одно из них – это фыркать, то, что мы говорили, на окружающий мир. Этим я недоволен, с этим не согласен, с этим не согласен. Желательно понять, что ты где находишься в иерархии существ. В лучшем случае зацепился за третий уровень, где-то там. Тебе еще шагать и шагать. Неправильно в адрес высших сил и Бога кидать какие-то камни, претензии, обвинения. А когда человек принимает волю Бога, он может тогда спокойно смотреть на окружающий мир и что нервничать.
спокойно смотреть на окружающий мир и стараться понимать, что происходит, почему происходит, что мне нужно, исходя из этого, понять, что мне нужно сделать. Он начинает мыслить рационально и встраиваться в духовный закон. По позитиву, да, на что мы все это меняем? Моя цель, духовное существо должно сиять от счастья. То есть, если вы там окунулись страданием, духовное существо может цепями там приковано, бревнами завалено, ну там проблемы, предположим. Ой, как много мне из них не выбраться, там завалено вы бревнами, там где-то, духовное существо корчится, да? Все это неправильно. Правильно, когда оно сияет от счастья. Да, цель. Даже если есть внешние какие-то обстоятельства, ты не должен страдать. Ты должен победить боль, проблемы и так далее. Зажги в себе такую веру, чтобы ничто не в состоянии ее было погасить. Тогда ты молодец. Да? Вы принимаете решение. Да? Оно реагирует на ваше решение, на ваше состояние. Ключи у вас, если вы их взяли. А если человек безответственный, разбросал их, там неважно, Бог, там, правительство или еще кто-то должен обеспечить ему счастье. Но он двоечник. Да? Возьми ключи, скажи, что от тебя зависит, и это класс. Это зависит от меня, от моих решений, от моей настойчивости, от моей воли. Моя цель, духовное существо, должно быть полно сил и энергии. Да? То есть одна картинка, оно худенькое такое, оборванное, но все равно радуется жизни, правильно? Ну, можно и так, но лучше, чтобы оно не было оборванным и худеньким, оно такое подкачанное, красивенькое, с нормальной осаночкой, при марапете каким, да? Классно выглядит. В каком это случае? Если ваша цель все слабости и проблемы уничтожить, да, а все достоинства раскрыть. Моя цель, духовное существо, должно быть под покровительством богов. На всякий случай напоминаю, что такое покровительство богов. Да? Капсула и дух, 30% энергии. Если вы открываетесь Богу и, как следствие, дальше светлые силы, тонкий мир, у вас эта энергия есть. Если вы отклоняетесь, эта программа она уменьшается, в принципе, почти до нуля, но там, для поддержания жизни остается. А вот воодушевление, все остальное, оно исчезает. Да, остаются только нижние чакры, которые отвечают: тело, двигайся и дыши. Да, все верхние центры, там, воодушевление, счастье, талант и так далее, это все обестачивается. Да, поэтому духовный закон, покровительство Бога – это основа основ. Да, без этого человек, в принципе, не живет. Или недолго живет. Да, или улетает в темные серые миры, если он не ставит цель покровительства богов. Следующий блок по общению с духовным существом, с атманом в целом и духовное существо как одна из его основ. Первая программа минусовые, да, это не хочу общаться по разным причинам, дальше не могу, там типа способностей не хватает, все хватает, не нужно как бы притворяться. По позитивным программам общения с духовным существом, то, что мы с вами говорили, первое, что думает тонкий мир, да, вы картинку представляете, спрашиваете, правильный ответ или неправильный, да, в целом вы в потоке света или нет, в каком состоянии находится ваша душа, она поет или страдает, если страдает, почему, да, вопрос ответа, как убрать. В целом, любые вопросы духовное существо отвечает. Изучение этого мира, если ты настроен его слушать, ты понимаешь, от этого человека свет исходит, от другого человека там неприятное ощущение, этот закрыт, этот, да, проводник. Да, ты можешь наслаждаться этим миром, если сердце открыто. Если оно ничего не чувствует, вот этот канал информации, один из основных, ты им не пользуешься, ты не чувствуешь. Ты можешь только задать много вопросов, чтобы понять, есть ли у него камень за пазухой, и не факт, что ты это поймешь. Да, выстраивать отношения к жизни, каждой цели, да, как атман. Да? Или ты любишь любой процесс, да, ты включаешь огонь, потоки сверху идут, или ты вообще об этом не думаешь. Да? Ты даже к цели не подключен, покровительства нет, просто делаешь там на изнеможение. Да? А задача-то, ты хочешь результат, получи покровительство. Да, покровительство, по крайней мере, первое основное, вот ты думаешь о своей цели, там рисуешь какие-то картинки, ты входишь, поток, или не входишь. Не входишь, у тебя ключей нет. Ты не подключен к тем силам, к которым хочешь подключиться, да, которые отвечают за те цели, которые тебе нужны. Ты не подключен. У тебя нет покровительства, ты не прав. Список, почему не прав, цели, отношения, действия, планы, неважно. Это нужно выяснить. Положим, даже не думаете, и что же нужно менять. Да, поэтому общение с духовным существом – это ответы на все ключи, на огромное число ключевых вопросов нашей жизни.